Всем приветствую на канале, и тут мы сейчас разберем 10 случаев, когда электричество ведет себя неправильно. Расскажем о 10 опытах и их последствиях. И первой будет вода, которая сама делает электричество. В 1867 году лорд Кельвин сидел в лаборатории Глазго и смотрел на капельницу. Не на какой-то сложный прибор, просто металлическая трубка, вода капает в ведра. 2 трубки, 2 ведра, немного проволоки. Ведра были перекрестно подключены к кольцам-индукторам, через которые проходили струи. Правое ведро к левому кольцу, левое к правому. Все это помещалось на столе и выглядело примерно как оборудование, которое мог бы собрать внимательный студент за вечер. Принцип работал так. Если одно ведро набирало чуть больше положительного заряда, чем другое, пусть случайно, от теплового флуктуации или случайной капли, оно через кольцо начинало заряжать в противоположный знак воду, падавшую в соседнее ведро. Это усиливало дисбаланс, который усиливал дисбаланс, который усиливал его снова. Система была устроена так, что любое случайное преимущество одной стороны не выравнивалось, а нарастало, как долг с процентами. Кельвин ждал несколько минут. Заряд копился. И потом между двумя металлическими шариками над ведрами искра. Он назвал устройство капельным электростатическим индуктором. Напряжение – несколько тысяч вольт при достаточном терпении. Источник энергии – напор воды из крана и тепловые флуктуации в каплях. Никаких батарей, магнитов, трение. Вот что здесь раздражает разум. Заряд нарастает быстрее, чем его приносит вода. Кажется, нарушается что-то фундаментальное. Нет, система не создает энергию, а концентрирует уже существующий крошечный перевес. Обратная связь усиливает шепот до крика, не нарушая баланса. Та же логика работает в любой лавине, в популяционном взрыве, в накоплении капитала. Асимметрия плюс перекрестная связь плюс время. Один нюанс, который часто упускают. Генератор Кельвина не производит энергию из воды. Он использует кинетическую энергию падающих капель и очень небольшую часть тепловой энергии самой воды, из которой вырастают флуктуации заряда. КПД системы ничтожный. Но это и не нужно. Демонстрационный прибор не обязан быть источником энергии. Он обязан показывать принцип. И показывает. Наглядно и безошибочно. Кельвин построил первый такой генератор около 1867 года. Но идею передал дальше незаметно. Устройство оказалось настолько простым в воспроизведении, что его начали собирать по всей Европе в следующие несколько лет. Физические общества использовали его как демонстрационный прибор, потом физические кабинеты школ, потом любой, кому хватало 2 консервных банок и немного проволоки. Сегодня инструкции по сборке легко найти в интернете. 2 ведра, 2 трубки, 4 провода. Вода капает, через несколько минут искра. Сегодня демонстрации ставят в физических кабинетах по всему миру. Школьники ждут, пока капает вода, и вздрагивают, когда между шариками проскакивает синяя нить. Не от громкости, от ощущения, что что-то нарушено в привычной логике вещей. Вода из крана и высоковольтный разряд. Связь между ними не очевидна с первого взгляда. Если смотреть внимательно, в генераторе Кельвина есть еще один слой. Само рождение первого заряда. Вот что необъяснимо с точки зрения бытовой логики. Откуда берется первоначальный дисбаланс? Из теплового движения молекул в воде и проводах, бесчисленных случайных флуктуаций, из которых какая-то оказывается чуть больше других. Всего одна молекула с лишним ионом, и система начинает ее усиливать, пока не накопит 1000 вольт. Это буквально случайность, превращенная в порядок. Хаос, превращенный в разряд. Один нюанс, который часто упускают. Генератор Кельвина не производит энергию из воды. Он использует кинетическую энергию падающих капель и очень небольшую часть тепловой энергии самой воды, из которой вырастают флуктуации заряда. КПД системы ничтожный. Зато она наглядна. Любой студент, который видит, как между шариками вдруг проскакивает разряд после 5 минут капания, запоминает принцип усиления флуктуации лучше, чем из любого учебника. Кельвин потом занимался трансатлантическим телеграфным кабелем, термодинамикой, абсолютной шкалой температур. Генератор с капельницей был одним из сотен его проектов и занял в его карьере несколько месяцев. Но именно он остался демонстрационным прибором, потому что делает невидимый принцип усиления асимметрии зримым и убедительным в реальном времени. Не формула в учебнике. Искра, которая прыгает из ведра с водой. Теперь поговорим об искусственных молниях Теслы. В
1899 году Никола Тесла построил лабораторию в Колорадо-Спрингс. Высота над уровнем моря – 2000 метров. Сухой горный воздух с высокой диэлектрической прочностью. То, что нужно, чтобы разряды шли далеко, не теряясь на влаге. Городские жители называли это место тем местом, откуда иногда гремит. Башня уходила на 18 метров вверх. На верхушке – медный шар диаметром метр. Под землей – разветвленная система заземления. Тесла хотел проверить гипотезу. Земля как сфера должна вести себя как резонатор для электромагнитных волн. Если это так, можно передавать энергию через грунт без проводов. Нужно только настроить частоту. Ночью 3 июля 1899 года он включил установку. Разряды достигали 40 метров длиной. Гром был слышен на 15 миль. Свидетели из города описывали: лошади на фермах получали удары через подковы из земли, лампочки светились без проводов. Насчет бабочек с коронами – это из журнала самого Теслы, других источников нет. Проверить не получится. Зато хорошо задокументировано другое. Установка перегрузила генераторную станцию компании «Эль-Пасо», снабжавшей город. Генератор сгорел, город погрузился в темноту. Тесла заплатил за ремонт и потребовал компенсацию бесплатным электричеством на время работы. Получил. Это описано в городских документах. Тесла проработал в Колорадо-Спрингс около 9 месяцев и уехал в начале 1900 года. Он считал, что получил подтверждение своей гипотезы. Земля действительно ведет себя как резонатор для электромагнитных волн. Резонансная частота для волны, которая огибает всю планету, около 8 Гц. Это так называемый резонанс Шумана, описанный теоретически в 1952 году и подтвержденный экспериментально в 1960. Тесла, возможно, наблюдал связанные с ним эффекты еще в 1899, хотя его интерпретация была другой, и его измерительные инструменты не позволяли это различить. Один журналист, ночевавший в лаборатории, написал потом, что Тесла во время работы напоминал дирижера, слышащего партитуру, недоступную остальным. Разряды в 40 метров были для него не шоу, каждый был точкой данных. Журнал Теслы за этот период, около 500 страниц рукописного текста, подробен и технически конкретен. Напряжение, частоты, наблюдаемые эффекты, гипотезы к следующему опыту. Этот журнал сейчас оцифрован и опубликован. Читать его интересно. Между записями об экспериментах встречаются заметки о расходах, о погоде, о купленных продуктах. Обычный дневник человека, который работает каждый день. Только работа у него была такая. Башня Ворден-Клифф на Лонг-Айленде, которую он строил несколько лет, осталась незавершенной. JP Morgan, финансировавший проект, хотел знать механизм монетизации. Как взимать плату за электричество, которое просто есть в воздухе? Тесла не мог ответить. Не потому, что не понимал вопроса, а потому, что считал его второстепенным. Деньги кончились. Башню снесли в 1917 на металл, частично для погашения долгов. Резонансный трансформатор пережил его. Катушки Теслы собирают сейчас в гаражах и студенческих лабораториях по всему миру. Если поднести к работающей катушке люминесцентную лампу, она загорается без проводов, прямо в руке. Это та же индукция, на которой работает беспроводная зарядка телефона, только в масштабе, где разряды видны без приборов и слышны без усилителей. Принцип оказался рабочим, масштаб не тот, что он хотел, но это другой разговор. Следующая на очереди – поющая дуга. Тем же летом 1899 года, пока Тесла прожигал горный воздух над Колорадо, молодой инженер Уильям Даддл получил в Лондоне куда более скромное задание. Городской совет Лондона попросил его разобраться с воем дуговых фонарей на улицах. Дуговые лампы работали по простому принципу. Электрическая дуга между двумя угольными электродами давала яркий белый свет. Но дуга не молчала. Она выла на высокой частоте. Неприятный звук, от которого портилось настроение у прохожих. Проблема была технической и понятной. Надо было найти способ этот звук погасить. Даддл подключил к лампе контур из катушки индуктивности и конденсатора. Рассчитывал поглотить лишние колебания. Когда включил и начал перебирать значения емкости, лампа не замолчала. Она запела. Разные значения емкости давали разные ноты. Чисто, устойчиво, управляемо. В какой-то момент он подключил к контуру фортепианную клавиатуру, сделав из каждой клавиши переключатель на конденсатор определенной емкости.
скорости и сыграл на электрической дуге. В 1900 году он показал устройство в Лондонском институте инженеров-электриков. Аудитория была озадачена не тем, что звучало красиво. Звук специфический, металлический, как флейта из ртути, не музыкальный в обычном смысле. Дело в другом. Звук исходил из пламени. Не из струны, не из мембраны, не из трубки с воздухом. Из плазменной дуги между угольными электродами. Физика здесь прямая. Колебания тока в контуре пульсировали дугой, меняли температуру и давление раскаленного воздуха вокруг нее. Давление распространялось. Это и есть звук. Конуса нет. Нет инертной массы, которую надо разогнать. Дуга реагировала на изменение тока без задержки, быстрее любой механической части. Важный технический момент. У дуги была так называемая отрицательная динамическая сопротивляемость. Если ток возрастал, напряжение на ней падало. Это значит, что дуга в обычном контуре нестабильна, стремится либо погаснуть, либо зажечься с максимальной мощностью. Контур Даддала с конденсатором и катушкой создавал управляемые колебания тока, и дуга следовала им вместо того, чтобы вести себя хаотично. Сама нестабильность, которая была проблемой, стала условием для управляемого звука. Даддал думал, что изучает стабильность уличных фонарей. По факту создал один из первых электромузыкальных инструментов. Задолго до синтезаторов, задолго до электрогитары, за 20 лет до терминвокса. Примечательная деталь. В 1900 году некоторые крупные города были связаны телефонными сетями, и несколько энтузиастов подключали поющую дугу к телефонным линиям. В итоге зрители в одном конце города могли слышать музыку, исполняемую дугой в другом. Это была одна из первых в истории попыток трансляции музыки на расстояние по проводам. Коммерческого успеха не получилось, но принцип оказался рабочим. Принцип поющей дуги сейчас используется в плазменных динамиках. Несколько небольших компаний делают их для аудиофилов. Цены высокие, устройства нишевые. Но в верхнем диапазоне частот им нет аналогов именно из-за отсутствия инертной массы. Дуга реагирует на сигнал со скоростью плазмы. Хотел тишины, получилось иначе. Это, пожалуй, один из самых характерных результатов в истории экспериментальной физики. Теперь поговорим о лестнице Иакова. У этого эксперимента есть имя из Библии и объяснение из учебника по физике. И оба уживаются, не отменяя друг друга. Два металлических электрода стоят вертикально, расходясь кверху, как очень длинная буква «В». Внизу зазор маленький. Достаточно, чтобы высокое напряжение пробило воздух. Дуга рождается у основания. Она нагревает воздух, горячий воздух поднимается, и дуга идет с ним вверх. Ионизированный канал проводит ток, пока геометрия это позволяет. Когда расстояние между электродами становится слишком большим, дуга гаснет. Снизу немедленно рождается следующее. В темноте это выглядит как непрерывный поток огня, ползущий снизу вверх по расходящимся столбам. Кто-то из первых демонстраторов 19 века сравнил с лестницей из книги «Бытия», по которой ангелы поднимались к небесам. Название прилипло навсегда. Физики не возражали. Иногда поэтическое имя точнее передает суть явления, чем технический термин. В кино лестница Иакова стала стандартным атрибутом лаборатории безумного ученого. От Франкенштейна 1931 года до бесчисленных современных фильмов. Горящие дуги, ползущие вверх по расходящимся электродам, создавали нужную атмосферу. Что-то поднималось, что-то выходило, что-то не должно было существовать. На экране это работает безотказно. В реальных голливудских постановках 1930-х именно такие установки использовались как реквизит. Не декоративный, а настоящий. Специальные эффекты тех лет производились на настоящем напряжении. Компьютерной графики не было. Все делалось по-настоящему. В реальности здесь два простых факта. Горячий воздух поднимается, это Архимед, 3 век до нашей эры, и ионизированный канал проводит ток лучше нейтрального воздуха. Это базовая физика плазмы. Сложить два факта вместе, и получается эффект, которому в кино дают страшную музыку. Практическое значение серьезнее, чем школьная демонстрация. Промышленные высоковольтные системы, трансформаторные подстанции, линии электропередачи, дуговые печи постоянно сталкиваются с теми же физическими процессами. Дуга, которая не гасится вовремя, разрушает оборудование за секунды. В современных высоковольтных выключателях, устройствах, которые гасят дугу при размыкании нагруженной цепи, инженеры используют специальный газ, магнитное поле или вакуум, чтобы оборвать дугу прежде, чем она сделает что-то нежелательное. Лестница Иакова – простейшая демонстрационная версия той же проблемы. Что происходит с дугой в свободном воздухе, если ее никто не останавливает?
У хорошей лестницы Иакова есть ритм. Тихий щелчок внизу при рождении дуги, низкий гул при подъеме, щелчок при разрыве вверху. 3 звука снова и снова. Каждый цикл занимает примерно одно время. Физические условия повторяются. Но каждая конкретная дуга идет чуть иначе, находит свой путь между неоднородностями воздуха. Система предсказуема в среднем и непредсказуема в конкретном событии. Это различие между статистической предсказуемостью системы и непредсказуемостью отдельного события внутри нее – важная физическая идея. Тот же принцип действует в квантовой механике, в метеорологии, в популяционной биологии. Отдельную частицу не предскажешь, распределение предскажешь точно. Отдельную молнию внутри облака не предскажешь, общую интенсивность грозы предскажешь неплохо. Лестница Иакова дает почувствовать это различие физически, не через формулу. Сейчас такие установки собирают и в домашних условиях. Нужен трансформатор с выходным напряжением несколько тысяч вольт, 2 электрода из стальной проволоки, разведенные V-образно, и хорошая изоляция от токоведущих частей. Все остальное делает физика сама. Вспомним также молнию, превращающую песок в стекло. В 1932 году патруль египетской армии в Ливийской пустыне наткнулся на желто-зеленые стеклянные осколки. Тысячи тонн, рассыпанные по поверхности на площади нескольких тысяч квадратных километров. Почти чистый кремнезем, без пузырьков, без посторонних включений. Температура образования около 1600 градусов Цельсия. Посреди Сахары, без кратера, без вулканической деятельности. Споры шли долго. Нынешний консенсус – воздушный взрыв. Метеорит или фрагмент кометы вошли в атмосферу и взорвались выше поверхности, накрыв ее тепловым импульсом. За микросекунды расплавился верхний слой кварцевого песка. Расплав застыл сразу же, не успев растечься или насытиться пузырьками. Кратера нет. Взрыв произошел в воздухе. Только стекло, как подпись события, которое само давно рассеялось. Точная природа тела до сих пор под вопросом, хотя большинство исследователей склоняются к метеориту. Один из кусков этого стекла тысячи лет спустя нашли в гробнице Тутанхамона – жук-скоробей в нагрудном украшении, вырезанный из ливийского пустынного стекла. Кто-то нашел материал, не похожий ни на что привычное, и решил, что он годится для украшения фараона. Что именно думал мастер о его происхождении, мы не знаем. Знаем только, что держал в руках застывшую секунду взрыва. На обычном масштабе, когда молния бьет в пляжный песок или горный грунт, остается фульгурит. От латинского «фулгур» – молния. Полые стеклянные трубки с ветвящейся структурой, слепок пути тока в земле. Трубки хрупкие, внутри полость или расплав, в зависимости от скорости охлаждения. Длина варьируется от нескольких сантиметров до нескольких метров, зависит от того, как глубоко ушел разряд. Их находят на пляжах, в пустынях, в горах, везде, где молния достаточно мощная, а грунт достаточно сухой и мелкозернистый. В лабораториях этот процесс воспроизводят намеренно. Конденсаторный разряд через емкость с кварцевым песком, через долю секунды внутри фульгурит. Небольшой, несовершенный, но с теми же стеклянными стенками и той же полостью. Геологи используют лабораторные фульгуриты для калибровки, чтобы понять, при каких температурах и скоростях охлаждения формируются структуры с разными свойствами, и потом интерпретировать по этим данным природные образцы. Самый длинный из найденных фульгуритов – около 5 метров. Обнаружен во Флориде в 1996 году при строительных работах. Флорида в этом смысле особенное место. Там самая высокая в США плотность ударов молнии на квадратный километр – около 25 ударов в год на каждые 10 квадратных миль в самых активных районах. Пляжный кварцевый песок, теплый влажный воздух, много гроз – идеальное сочетание. Местные жители иногда находят фульгуриты при рытье, не зная, что это такое. Молния не только убивает и разрушает, она создает вещи и оставляет их в земле на тысячи лет. Фульгурит – это молния, которой уже нет, но чья форма сохранилась в песке. Если знать, что искать, его можно найти и выкопать. А как насчет электрических деревьев внутри пластика? В 1777 году Георг Кристоф Лихтенберг прикладывал к запыленной смоляной поверхности заряженный объект, а потом посыпал серным порошком. Проявлялся ветвящийся рисунок. Ветви расходились от точки контакта во все стороны, симметрично, повторяясь на разных масштабах. Он называл их электрическими фигурами и изучал как способ зондировать распределение заряда. Он не думал, что открывает нечто универсальное, но открыл.
Когда высоковольтный разряд проходит через диэлектрик, изолятор, который в норме ток не проводит, он ищет путь наименьшего сопротивления. Этот путь ветвится, потому что в каждой точке есть несколько вариантов, и ток берет самый легкий. Дочерние каналы ветвятся по тому же правилу. Итоговая структура – фрактал. Крупные ветви похожи на мелкие, мелкие – на совсем маленькие. Молния строится по этому принципу. Река прокладывает русло по нему же. Нейронные связи в развивающемся мозге – тоже. Корни деревьев в почве – снова тоже. Разница между молнией и рекой есть. Молния ветвится одновременно по всему объему за микросекунды. Река – последовательно, за тысячелетия. Итоговые структуры похожи. Механизм один. Время нет. Лихтенберг это не формулировал. Он занимался распределением зарядов по поверхности. Практическая задача эпохи. Мандельброт назвал такие структуры фракталами через 200 лет. Связи между разрядом Лихтенберга, руслом реки и нейроном провели уже после Мандельброта. Сейчас фигуры Лихтенберга делают намеренно. Деревянную доску под линейный ускоритель, разряд и в дереве выжженный узор. Каждый раз уникальный, потому что неоднородности волокна не повторяются. Ток находит свой путь. Есть и медицинский аспект, мрачный. Выжившие после удара молнии иногда находили на коже красные ветвящиеся узоры. Не ожоги, расширенные капилляры от электромагнитного импульса. Они держались несколько дней. Живой человек становился временным носителем фигуры Лихтенберга. Сам Лихтенберг жил в Геттингене, преподавал физику в университете и был известен современникам прежде всего как острый памфлетист. Гёте его читал, Кант ценил. Его рабочие тетради, тысячи страниц, изданы и изучаются до сих пор. В них физические наблюдения перемежаются с психологическими заметками, языковыми экспериментами и саркастическими замечаниями о коллегах. «Самая опасная ложь – это слегка искаженные истины», написал он где-то между записями об опытах с зарядами. Он фиксировал все подряд, не отделяя научное от несущественного. И именно это позволило ему заметить в пылевых узорах нечто, чего другие не видели. В 1777 году он опубликовал описание своих электрических фигур. Это первое систематическое исследование того, что теперь называют его именем. Практическое применение, которое он видел – использовать форму фигур для определения знака заряда. Положительный заряд давал один тип ветвления, отрицательный – другой. При тогдашних измерительных инструментах это было реально полезно. Связь с фракталами провели только в 20 веке. Мандельброт в 1975 году формализовал понятие фрактала и показал, что подобные структуры встречаются повсюду – в береговых линиях, в форме облаков, в распределении звезд. Фигуры Лихтенберга стали одним из стандартных примеров фрактального роста в нелинейной динамике. Сам Лихтенберг этого не видел, но описал явление достаточно точно, чтобы его имя прикрепилось к нему навсегда. Самолет без винтов и турбин. В ноябре 2018 года в MIT самолет с размахом крыльев 5 метров пролетел по длинному тренировочному залу около 60 метров и сел. Зал DuPont Athletic Center выбрали специально. Нужна была длина для разгона и торможения, нулевой боковой ветер, ровный пол. Самолет делал несколько попыток в течение вечера, не все успешные. Первые несколько раз он отклонялся от курса. Успешный полет заснят на видео и приложен к статье в Nature. Никакого пропеллера, никакой турбины, никакого ротора. Тягу создавал ионный ветер. Между тонкими проволоками-эмиттерами у передней кромки крыла и широкими коллекторными электродами у задней кромки подавалось напряжение 20 тысяч вольт. Молекулы воздуха у тонкого электрода ионизировались, разгонялись полем к широкому, по дороге сталкивались с нейтральными молекулами и передавали им импульс. Поток нейтральных молекул – это тяга. Третий закон Ньютона в чистом виде. Идея была известна с 1920-х годов. Долго считалась нерабочей в атмосфере, слишком мало тяги на единицу веса. Группа MIT потратила несколько лет на оптимизацию геометрии электродов и аэродинамики профиля. Ключевая инженерная задача была неочевидной. Высоковольтный преобразователь, дающий 20 киловольт, должен был весить граммы. Для сравнения, бытовые инверторы с таким напряжением весят килограммы. Команда разработала собственный легкий преобразователь. Это и было основным инженерным вкладом помимо аэродинамики. Самолет не был бесшумным. Высоковольтный блок питания жужжал. Коронный разряд у эмиттеров потрескивал.
но тяговые элементы молчали. Ничего не вращалось, не вибрировало, не горело. Только голубоватое свечение коронного разряда у передней кромки крыльев. После публикации в Nature много писали про научную фантастику. Ионный ветер – это не экзотика. Ионы толкают воздух, воздух толкает самолет. Привычная картинка другая. Мы ожидаем что-то вращающееся или горящее. Когда этого нет, мозг регистрирует нарушение привычного порядка вещей. Куда двинется эта технология дальше, неясно. Несколько исследовательских групп после 2018 года занялись улучшением КПД ионных крыльев. Другие конфигурации электродов, другие газы, другие покрытия. Некоторые результаты обнадеживающие. КПД удалось поднять в несколько раз по сравнению с первым самолетом, но разрыв с пропеллером все еще большой. Реальные применения – возможно, небольшие беспилотники для помещений, где вибрация и шум недопустимы, или что-то, что никто пока не придумал. В атмосфере ионный ветер пока неэффективен в сравнении с пропеллером. MIT это прямо признает. Практического применения для перевозки людей нет. Но принцип, считавшийся нерабочим в воздухе, оказался рабочим. Это важно. Дальше вопрос материалов и геометрии, а не физики. В космосе ионные двигатели работают давно. Зонды Dawn и Hayabusa летели к астероидам именно на них, годами разгоняясь и расходуя граммы ксенона в сутки. Высокая эффективность при ничтожной тяге – то, что нужно для межпланетных перелетов без спешки. В атмосфере то же самое неэффективно, потому что воздух сопротивляется. Физика одна, условия разные. Следующая на очереди – комнатная молния. В Бостонском музее науки есть зал, который называется «Театр электричества». 2 генератора Ван де Графа, каждый высотой с двухэтажный дом. Металлические шары на верхушках, несколько метров в диаметре. Во время демонстраций несколько раз в день в зале выключают свет. Между шарами летит молния. Не имитация. Плазменный разряд несколько метров длиной. С треском, со вспышкой, с запахом озона, который заполняет зал за несколько секунд. Люди в первом ряду вздрагивают. Даже те, кто знал заранее, что это произойдет. Генератор работает на ленте. Изоляционный ремень движется по замкнутому циклу. Нижний ролик передает ему заряд через щетки. Верхний снимает заряд с ленты в металлический шар. Шар накапливает заряд на поверхности и никуда его не девает, пока воздух не пробивается. Потенциал растет пропорционально накопленному заряду. При достаточно большом шаре и хорошей изоляции это несколько миллионов вольт. Отсюда длинная искра. Роберт Ван де Граф придумал генератор в 1929 году не для театра. Ему нужен был ускоритель частиц. Высокое напряжение для разгона протонов, чтобы бомбардировать атомные ядра и изучать ядерные реакции. Первая установка, построенная в MIT, помещалась в большую картонную коробку, покрытую металлической фольгой. Ван де Граф использовал подручные материалы. Шар был сделан из нескольких колонок для дорожных знаков. Напряжение около 100 тысяч вольт, в разы скромнее, чем у бостонских машин. Искры были побочным эффектом, который потом оказался не менее ценным. Малые генераторы сейчас – стандартный прибор в физических кабинетах. Несколько десятков тысяч вольт – ничтожный ток. Можно подвести руку к шару. Ток пройдет через пальцы, волосы встанут дыбом, будет щекотно. Не больно, потому что тока мало. Это один из тех экспериментов, где физика становится телесной. Обычно электричество абстрактно. Ток в проводе, напряжение на клеммах. Здесь разряд прямо через пальцы, волосы, кожу. Заряд прокатывается через тебя и уходит в землю. Ты не наблюдаешь электричество снаружи. Ты сам часть цепи. И понимаешь задним числом, что всегда им был. Тело хороший проводник, просто обычно никто этим не пользуется. Крупные генераторы Ван де Графа до сих пор используются как ускорители в ядерной физике. Их называют Ван де Графовскими ускорителями или тандем-ускорителями, когда напряжение используется дважды. Принцип тот же, что в 1929-м. Высокое постоянное напряжение, как разгоняющее поле. Несколько таких установок работают в исследовательских лабораториях до сих пор. Их до сих пор предпочитают для некоторых задач ядерной спектроскопии, потому что напряжение у них стабильнее, чем у высокочастотных ускорителей. Бостонский театр работает с 1956 года. За 70 лет через него прошли миллионы человек. Дети, студенты, ученые. Все вздрагивали. Запах озона всех удивлял, включая тех, кто точно знал, что это озон и почему. Некоторые вещи нельзя перестать переживать, даже понимая их полностью. Попытки создать шаровую молнию.
Есть явление, которое наблюдали тысячи человек и которое физика до сих пор не умеет воспроизвести надежно. Шаровая молния. Светящийся шар от нескольких сантиметров до нескольких метров в диаметре появляется во время грозы или сразу после разряда. Движется медленно, иногда зависает. Исчезает тихо или с хлопком. Иногда оставляет оплавленные следы, иногда ничего. Сотни задокументированных наблюдений из разных стран и эпох. Одно из наиболее известных – описание 1638 года из церкви в Девонширском Уидекомбе. Светящийся шар влетел в здание во время грозы, убил нескольких человек и вышел через стену, оставив дыру. Записи сделаны несколькими свидетелями. Несколько фотографий сомнительного качества. 2 видео, которые исследователи считают достоверными. Физического объяснения, с которым согласны все, нет. Версий около десятка. Плазменный тороид, удерживаемый собственным магнитным полем, горящие углеродные нити, микроволновая энергия в ионизированном пузыре, кремниевые пары, испаренные разрядом из грунта и горящие в воздухе. Последнюю версию проверяли. Группа бразильских ученых направляла мощный разряд в кремниевые пластины и получала светящиеся шары над поверхностью. Держались секунды, нестабильно, не воспроизводилось систематически. Пробовали много методов. Разряды в воде, в почве, в газах под давлением, СВЧ-фокусировку, лазерный пробой воздуха. Получали что-то похожее. Светящийся объем, держащийся дольше, чем должна держаться обычная плазма без удерживающего поля. Несколько секунд уже аномально долго. Но медленно плывущий шар, входящий в комнату и проходящий через стену, такого не вышло ни разу. В 2012 году китайские ученые из Северо-Западного нормального университета случайно зафиксировали шаровую молнию на спектроскопическое оборудование во время грозы. Объект диаметром около 5 метров продержался около 1,5 секунд и двигался параллельно Земле. Спектроскопия показала в нем кремний, железо и кальций – элементы, характерные для почвы. Это одно из наиболее детальных инструментальных наблюдений и один из аргументов в пользу кремниевой версии. Но одного случая мало. Воспроизводимых лабораторных экспериментов нет до сих пор. Это любопытная асимметрия. Мы можем реконструировать удар астероида, который произошел 66 миллионов лет назад, по изотопам рутения в граничном слое пород. И не можем объяснить явление, которое происходит при комнатных условиях, наблюдается живыми людьми и оставляет физические следы. Вероятно, правильный ответ уже где-то предложен и лежит в ящике, ожидая, пока кто-нибудь сопоставит нужные данные. Кратер Чикшулуп пролежал в архивах нефтяной компании с 50-х годов, пока геолог и журналист случайно не сравнили данные в 1990-м. Иногда ответ существует раньше вопроса. Еще было электричество, которое двигает воздух. Около 1920 года американский исследователь Томас Таунсенд Браун, работая с рентгеновской трубкой, заметил, что она, по его ощущению, создает механическую тягу, тянется куда-то помимо излучения. Он был уверен в этом наблюдении и потратил следующие 40 лет, пытаясь доказать, что открыл антигравитацию. Он не открыл антигравитацию, он открыл ионный ветер. Из этого заблуждения выросли лифтеры – легкие треугольные каркасы из бальсового дерева с алюминиевой фольгой снизу – коллектор и тонкой проволокой сверху – эмиттер. Подай высокое напряжение, аппарат плавно поднимается. Тихо, без вибрации, без дыма. В 2000-е видео с лифтерами расходились с подписями «Anti-Gravity Proof». Объяснение прямолинейно. Ионы разгоняются от тонкого электрода к широкому, толкают нейтральные молекулы воздуха. Воздух толкает аппарат вниз. Реактивная сила поднимает его вверх. Третий закон. Проверка. Вакуум. Тяга исчезала. Вопрос закрыт. Браун все равно делал реальную инженерную работу. Оптимизировал форму электродов, методично измерял тягу при разных параметрах. Его конструкции работали, просто не потому, что он думал. Это случается. Открытие реально, объяснение ошибочно. Правильное приходит позже. История науки полна такими случаями. Флогистом, как объяснение горения, был неверным, но именно попытки его проверить привели к открытию кислорода. Теплород, как модель теплоты, был неверным, но из него выросла термодинамика.
Браун мыслил в рамках антигравитации, но технически работал с ионами, и это оставило след в инженерии, которую он при жизни не признавал как свое достижение. Браун думал про гравитацию, работал с электрогидродинамикой. Ионный ветер в воздухе сейчас – рабочая инженерная область. Несколько компаний делают ионные вентиляторы для охлаждения электроники, без лопастей, без вибрации, без подшипников, которые изнашиваются. Применяются пока в нишах. Серверные стойки, где шум и вибрация критичны. Тонкие ноутбуки без места для обычного вентилятора. Один из первых ионных вентиляторов появился в ноутбуках Toshiba в начале 2000-х. Небольшой, с узкими электродами и высоким напряжением, и работал в тишине. В итоге от него отказались из-за сложности и стоимости, но направление устойчивое, исследования продолжаются. Браун умер в 1980-м, убежденный в антигравитации. Его работы до сих пор цитируют и инженеры, и конспирологи. Обе стороны смотрят на одни числа и видят разное. Электричество было известно людям задолго до понимания. Само слово происходит от греческого «электрон» – янтарь. Греки знали, что натертый янтарь притягивает пух. Египтяне описывали электрических угрей как хранителей рыб Нила, применяли их разряды в медицине. Смысл этих практик до сих пор не восстановлен полностью. Молния была знаком богов за тысячи лет до того, как Франклин поднял змея с металлической нитью в грозу и поймал заряд в Лейденскую банку. Прошло всего 250 лет от той грозы до самолета MIT с ионными крыльями. Это меньше, чем время жизни одного вида черепахи. Потом пришли Кельвин, Тесла, Дадл, Ван де Граф, и все это стало физикой с формулами. Герц, прочитав уравнение Максвелла, написал: «Невозможно изучать эту теорию без ощущения, что математические уравнения имеют собственное существование и собственный разум». Он имел в виду, что формулы предсказывали явления, о которых Максвелл и не думал, и они оказывались реальными при проверке. Радиоволны – один из примеров. Максвелл их предсказал математически, Герц их нашел в лаборатории через несколько лет. Тесла строил на них передатчики, но разряд в темном зале по-прежнему заставляет вздрагивать. Даже тех, кто знает формулы. Вспышка, треск, озон. Что-то в этом обходит все выученное. Кельвин смотрел на капельницу и увидел механизм накопления асимметрии. Дадл слушал вой уличного фонаря и услышал музыку. Браун смотрел на рентгеновскую трубку и увидел гравитацию. Ошибся, но нашел кое-что другое. Все они смотрели на электрический разряд. Видели разное, потому что смотрели с разных вопросов. Между шариками над ведрами снова проскакивает искра. Кто-то вздрагивает. Вода продолжает капать. Вот такие вот странные эксперименты ставили люди с электричеством. Напиши в комментариях, какой из них тебя поразил больше всего. Обязательно подпишись и поставь лайк, если этого до сих пор не сделал. И до новых выпусков.